вяжем 15 ряд узора. Первую лицевую берем на спицу, не провязывая, 5 изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. А после черной маркировки вы знаете, как вязать. Вяжете, а я вам еще покажу, как мы вяжем узор по регланной линии на спинке. Вот здесь изнаночная, лицевая скрещенная, 5 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная. После маркировки накид. И дальше вы знаете, как вязать. Точно такую процедуру вы на этой стороне повторите. И мы с вами увидимся в начале переда, когда вяжем узор. На правой стороне переда посмотрим схему. Вяжем 15 ряд. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, 5 изнаночная. Здесь мы оформляем росток. Вяжем вот эти 2 петли вместе и сокращаем с этим одну петлю. Вяжем вот таким образом. И 2 изнаночные. Отмечаем на бумажке. Поворачиваем нашу работу. И на изнаночной стороне, друзья, обратите внимание, вот эту петлю и вот эту петлю, которую мы вяжем лицевыми скрещенными. Это на изнаночной стороне тоже вяжем изнаночно скрещенная. А остальное все петли вяжутся по рисунку. И здесь тоже вяжем вот это 2 лицевые скрещенные петли, изнаночная скрещенная. Здесь то же самое. И по переду тоже. Вот эту петлю мы вяжем скрещенную. И здесь оформляем росток. Провяжем 2 петли вместе, сократим одну петлю. После этого провяжем 2 петли. Отмечаем на бумажке. И мы с вами увидимся на лицевой стороне. Вот, друзья, мы на лицевой стороне. Посмотрим, как вязать узор на левой стороне переда. Вяжем 17 ряд. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные. Вот 3 изнаночная посчитаем вниз. 1, 2, 3 дырочку. Вводим спицу и вводим нить. Немножко протянем нить, чтобы она была на расстоянии этого последнего ряда. И берем накид. Опять вводим сюда спицу. Опять набираем нить. Опять накид. И опять вводим. Таким образом 5 раз мы здесь образовали воздушные петли. И вот эту 3-ю изнаночную петлю просто отпускаем со спицы. И продолжим вязание. Изнаночная петля, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные. Здесь 3-ю петлю протяжку сделаем. Лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные. Вот с этим мы закончили узор с левой стороны переда. Еще я вам покажу, как вязать по регланной линии спинки. Изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 3 изнаночный вниз, посчитаем дырочки. 1, 2, 3. Изнаночная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Вот точно таким образом вы здесь провяжете узор. И мы с вами увидимся, когда вяжем узор на правой стороне переда. Вот здесь. Вот мы на правой стороне переда.
Посмотрим схему. Вяжем 17 ряд. 2 изнаночные. Из 3 петель третью петлю сделаем протяжку. Лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные. Лицевая, скрещенная. 2 изнаночные. Третью изнаночную, вниз пойдем 1, 2, 3, третью дырку. Две изнаночные, лицевая, скрещенная, 2 изнаночные. Для образования сократим 1 петлю, провяжем 2 петли вместе и 2 лицевые. Сократили 1 петлю с правой стороны. Отмечаем. Поворачиваем нашу работу. И как мы вяжем на изнаночной стороне, покажу по переду. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, скрещенная. Перепоставим петельку и провяжем изнаночную за левой стенки. 2 лицевые. Вот здесь мы, которые убрали 5 накиды. Эти накиды по отдельности вяжем 5 изнаночных петель. 2 лицевые. Изнаночная, скрещенная. 2 лицевые. 3 изнаночные. 2 лицевые. Как вязать дальше, вы знаете. Вяжете самостоятельно. Вот здесь тоже после лицевой петли, вот эту изнаночную петлю вяжем скрещенная. 2 лицевые. 5 накида изнаночными петлями. И 2 лицевые. И изнаночная, скрещенная. И 1 лицевая. Увидимся вот здесь. 2 лицевые. 3 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, скрещенная, 2 лицевые, 5 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, скрещенная, лицевая. Оформляем росток, 2 петли вяжем вместе, лицевой петлей. Провяжем 2 петли изнаночными петлями. Отмечаем на бумажке. Поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, мы на лицевой стороне, по переду, слева. Посмотрим схему, как вязать. Теперь вяжем 19 ряд узора. Первую лицевую петлю берем на спицу, не провязывая. 2 лицевая. 2 изнаночные, лицевая, скрещенная, 2 изнаночные, 5 петель провяжем вместе. Вот эту третью петлю мы перепоставим на первое место. Для этого на правую спицу берем 3 петли. И сзади третьей петли мы на левую спицу захватываем вторую и первую петлю. И отпускаем всех петель, и освободится 3 петля. И это тут наденем на левую спицу. И теперь все 5 петель мы провяжем вместе лицевыми петлями. И вот образуется красивенький узор. 2 изнаночные, лицевая, скрещенная, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Теперь дальше вязать вы знаете, оформляете регланные линии. И здесь то же самое. И мы с вами увидимся, когда вяжем узор на правой стороне переда. Посмотрим на схему. 19 ряд. 2 изнаночные. 3 лицевые, 2 изнаночные, лицевая,
скрещенная, 2 изнаночные, 5 петель вместе, две изнаночные, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 3 лицевые. Для образования ростка сократим последнюю 10-ю петлю, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, изнаночная. Поворачиваем нашу работу. Теперь обратите внимание, первую петлю берем на спицу, протянем нить, образуем 2 ножки и продолжим вязание. 3 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 5 лицевые, изнаночная скрещенная, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые. А дальше как вязать, вы знаете. Здесь первая петля лицевая, потом изнаночная скрещенная, 5 лицевые петли, изнаночная скрещенная и лицевая. То же самое повторяется вот здесь. И мы с вами увидимся, когда будем вязать с изнаночной стороны переда слева. 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 5 лицевые, изнаночная скрещенная, 2 лицевые. Вот должны здесь провязать 3 изнаночные и 1 лицевая петля. 1 изнаночная, 2 изнаночная будет, сократим петли и провяжем 2 петли вместе. 2, 3, лицевая 1 петля. На левой стороне переда тоже закончили сокращение петель. Поворачиваем нашу работу. Здесь остается всего 11 петель, которые не участвующие в образовании ростка. Теперь мы здесь отрезаем нить. Начало вязания опять поставим, где голубая маркировка. Все петли до голубой маркировки переводим на правую спицу. И вот здесь прикрепляем нить. И продолжим наше вязание. Здесь берем накид, регланные петли. После маркировки опять берем накид. Вот, друзья, мы дошли до регланной петли на спинке. Начинается первый ряд раппорта узора. И мы теперь уже будем вязать раппорт. Когда закончится, опять начнем с нового раппорта по высоте. Точно так же вяжете на этой стороне. И мы с вами увидимся, когда начнем вязать узор с правой стороны переда. Вот здесь. Вот, друзья, мы начинаем узор справа по переду. И здесь мы уже свяжем круг. И заодно здесь вяжем узор. 21 ряд. Вот вяжем до конца. Продолжим узор вот отсюда. Мы считаем 21 ряд, но это будет у нас начало раппорта узора. Первый ряд, который мы сейчас вяжем. Узор вяжется на каждом ряду. Вяжем по кругу, и нам очень удобно будет вязать узор на каждом ряду. Первый ряд раппорта узора. 2 изнаночные. Третью петлю протянем. Лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные. Накид.
Вяжем 2 петли вместе с наклоном влево. Для этого лицевая петля должна быть скрещенная. Переправим петельки и провяжем вместе. 3 изнаночные, 2 петли вместе вправо, накид, 2 изнаночные, третью петлю сделаем протяжку, лицевая, накид, лицевая, и вот здесь, который мы образовали, петлю 2 ножки. Это мы вяжем изнаночной петлей. Берем обе ножки и провяжем изнаночной петлей. 1, 2, 3, 4. 2 петли вместе с наклоном вправо, накид. И вот центральная петля у нас должна быть центральная изнаночная петля. У вас тоже должно совпадать вот таким образом. Центральная петля этого узора, вот эти петли. И вот эта петля должна совпадать с центральную петлю, которая находится после красной маркировки. Вот у нас совпало. Вот это обратите внимание. Накид, 2 петли вместе влево, вяжем протяжкой, 4 изнаночные, 1, 2, 3. И дошли до этой петли, которую мы в прошлый раз нить отрезали и оставили. Нить вот так протянем и образуем 2 ножки. И эту нить мы будем провязывать с рабочей нитью. Продолжим наше вязание. Петли 2 ножки вяжется изнаночной петлей. Захватываем обе ножки и провяжем изнаночной петлей. Третью петлю сделаем протяжку, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные. Вот здесь никакое расстояния не будет и с этой стороны, и с этой стороны. Петли к петле ровно переходят. Накид, 2 петли вместе влево, 3 изнаночные, 2 петли вместе вправо, накид, 2 изнаночные, третью петлю сделаем протяжку, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные. Вот мы закончили первый ряд нашего узора. Мастер-класс, как вязать этого узора, у меня есть на канале. Можете там посмотреть, и при помощи этого видео вы спокойно вяжете свой узор по переду и на регланной линии на спинке.